монтаж зимнего комплекта на кондиционер Hisense Neo Classic 12. Для монтажа зимнего комплекта вам понадобится добраться до компрессора. Для этого снять верхнюю крышку и боковую. Зимний комплект выглядит так: кабель греющий и регулятор давления конденсации от Mitsubishi Electric, рекомендовано производитель Alex Electronics. Инструкция и вот так примерно выглядит. Вот, практически разобрали наружный блок кондиционера Hisense Neo Classic 12. Все довольно-таки просто скручивается. Заодно глянем начинку. Hisense является официальным спонсором чемпионата мира по футболу в России, происходящего в 2018 году. Что говорит о серьезности компании, что это не однодневная китайская фирма, это довольно-таки уже стабильный бренд. Вот. Компрессор GMCC. Внутренность Neo Classic 12. Начинаем монтаж зимнего комплекта. Греющий кабель. Лучше все сделать это заранее, перед монтажом самого кондиционера, дабы было все доступно. Для удобства снять заднюю крышку. Ну вот, все. Сняли заднюю крышку. Все, можно приступать к монтажу саморегулирующего нагревателя картера. Делаем все аккуратно. Затягиваем, и здесь есть специальная пружиночка, при помощи которой мы фиксируем нагреватель картера. Зафиксировали, подогнули. Лишнее откусили.
Приступаем к самой немаловажной части установки зимнего комплекта. Это установка термодатчика. Его устанавливали на середине змеевика теплообменника. В наиболее удобном для нас месте, со стороны компрессора, это обязательно. Сейчас примерно расскажем вам, как определить середину змеевика теплообменника. Для более правильного выбора места лучше всего подходит визуальный метод. Просто подсчитываем калачи и делим их на 2. Здесь мы видим не совсем простую схему расположения трубок. У нас происходит деление на 2 части. Ну и визуально мы считаем. Зашел, вышел первый калач, зашел, вышел второй калач, третий, четвертый, пятый, шестой. Далее смотрим еще одну схему. Зашел, вышел первый, зашел, вышел второй, зашел, вышел третий, четвертый, пятый. И далее ушел. Средний получается у нас 2,5, значит третий калач средний. Ставим в наиболее удобном для нас месте, это сверху. Для установки термодатчика мы будем использовать термопасту NS125 КПТ-8. Сколько стоит, не знаю. Но вещь давно у нас уже. Выдавили из тюбика. И монтируем термодатчик. Забавно, хомут сделал. Так вот, так ты его ни к чему не прикрепишь. Это в комплекте шел хомут, правильно я понимаю? Правильно. Мы используем свой хомут. Вот примерно это выглядит так. Ну, термопаста подмажется сейчас. Все. Также надо будет утеплить наш термодатчик при помощи обычного флекса. Также подтянуть хомутиками.
Все, обрезаем хомутики. Вот так это выглядит. Приступаем к обратной сборке, после чего уже подключим регулятор давления конденсации и подогрев картера компрессора. Электрическое подключение. Вот схемка по верхней схеме. Будем подключать регулятор давления конденсации. Вот у нас провода. Так, в схеме все написано. Начнем мы с вентилятора. За вентилятор тут у нас отвечает красный провод. С ним соединяется черный провод. Берем желтый провод, обрезаем его. И скручиваем между собой четвертый и черный, идущий от РДК. Желтый провод у нас идет на клемную колодку. Включаем направление. Теперь подключаем серый провод, он отвечает у нас за четырехходовой клапан. Подключаем его параллельно. Четырехходовому клапану. Тут у нас на третий. Вставляем и затягиваем. Так как блок не инверторный и на него не приходит постоянное питание, нам надо сделать так, чтобы это питание приходило. Для этого дополнительно мы поставили клемную колодку для удобства. И к ней уже подведем питание. Зимний комплект на кондиционер Hisense Snow Classic 12 подключен. Все аккуратненько.
ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал.